Намасте. Ну что, ребятушки, браво, ребятушки, сейчас будет у нас жесткая техника массажа. Вы готовы? Готовы? Камон, ребятки, ставьте лайки, подписка, не начнем пока. Вы не поставите? Итак, все, начали, let's go. Так, можно сделать на сухую, в принципе, давай попробуем без масла. Значит, растирание. Сегодня у нас сухой массаж, так скажем. Кожа все стерпит. Так. Диагностику мы уже проводили много раз. Да, можно сказать, что диагностику уже много раз проходили. Кстати, могу сказать, что сколиоз у тебя вот изначально был больше. Сейчас практически его не за... ну в грудном отделе еще чуть-чуть есть. Почти незаметно. Боли нету, да? Вот и где я жму? Нет. Так, вот так нету боли? Нет. Нету, да? Ага. Ну, значит, отлично. Грыжи у тебя нет, с чем я тебя и поздравляю. Вот. Шорох, слышите? Ших. Это прекрасное чувство, когда согревается организм. Кинетическая энергия, трение переходит в тепловую энергию. Чувствуешь, тепло пошло? Ну, конечно. Огонь. Высекаем огонь. Древние люди вот так вот огонь добывали. А мы, массажисты, так добываем деньги. И обязательно у нас включаются все виды вибраций во всех плоскостях. Уже может кое-что прохрустеть. Уже прохрустело. Уже было даже, да? О, отлично. Надеюсь, вам было слышно. Напишите в комментариях, как вы нас слышите. Были хрусты или нет. Обязательно выжимка включается. Это мы гоним лимфу по отработанной зоне, где уже создалась гиперемия, здоровое покраснение. Кровь течет быстро, а лимфа течет медленно. Slowly. И вот туда в подключичную ямку. Лимфа течет, к слову скажу, примерно 1-2 сантиметра в минуту. Это вот подбитие остистых отростков. За ребра подкручиваем в ротационных координатах. И перешли уже к более жестким технике. Техника шестеренки. Техника захват ткани между жерновами. Заживала ткань, видите, в жерновах. О, какая шестереночка. Подняли лопаточку. Лопатка хорошо отходит. Провибрировали. Протрясли. Техника пинг-понг. Перекидываем лопатку из руки в руку. И пошел двойной кольцевой захват по всей спине. Жестко кулаками. Это вам не классика, где просто поглаживание. Это уже пожестче. Видите, как ткани у человека разминаются. Техника метелка. Инь-янь. Иньская сторона холодная, яньская горячая. Горячо, холодно. Чувствуешь, да? Да. И лапы леопарда растираем. Обязательно поднимаем трапецию на себя, оттягивая назад. Кулачком. Терпишь хорошо, нормально? Да. О, ну ты уже ко всему привык. И отжимаем на себя трапецию. О. Теперь техника открытия ключей шлюзов. Мы отодвигаем этот валик, мясо, колбаску от позвоночника. Чувствуете, как она двигается? Теперь открыли шлюз, спустили воду. Открыли шлюз, потекла вода. Рисуем как бы такую тельняшечку. Но на самом деле смысл-то в том, что мы гоним лимфу под мышку, к передней части головы, и вот туда под ключицу. И опять трапецию на себя натянули. Назад уходим, захватив позвоночник и расшатываем весь позвоночник. Yes. ППС.
Это сустав ППС. Поясничный подвздошный сустав. Туда редко кто залазит глубоко. Нам надо вот поглубже, прям вот туда. И туда забили палец. Крестец. На нем точки выхода нервов. Вот. 4 нерва, да, сзади выходят из крестца. Не забываем их продавить. Раз, два, три, 4. И опять ППС. И опять выводим лимфу вниз. Вот уже смотри на здоровое покраснение на полспины, с чем я тебя и поздравляю! Yes. Да. Кстати, вначале забыл представиться. Массаж производит Олег Алав Гудвин для Тимура Докторова. С вас подписка. Отбиваем таз назад от позвоночника. К ногам прям чувствуешь, да? Расходится здесь. В общем, это у нас называется базис, центр организма, откуда растет организм в утробе матери. Да? И, соответственно, все кости, которые выросли вверх, мы толкаем вверх с декомпрессией. В этот массаж уже включена декомпрессия, растяжка, уже хрусты, кости, связки, уже все растягивается. А те кости, которые выросли вниз, мы толкаем вниз. Соответственно, будет потом мануальная терапия, будем толкать вниз, а за руки вверх. И вот мы сейчас отжимаем из позвоночника, как бы тренируя межпозвонковые диски. Вот они растянулись, сжались, растянулись, сжались. Дело в том, что в суставах, а диск это тоже сустав, у нас нет никаких сосудов. Ни кровеносных, ни лимфатических. И сустав питается процессом осмоса из окружающих тканей. То есть он должен постоянно расшириться, сжаться. Как бы он так дышит. И напитывается. Поэтому мы тебе суставы напитываем. Видишь? Спасибо. Да. К слову скажу, что диски, они гидрофильны, да? Ну, воду любят. Поэтому надо пить много воды. И обычно за ночь человек вырастает на 3 сантиметра. Вы, если утром измените свой рост, и вечером, вы будете вечером на 3 сантиметра ниже. Потому что за день мы ходим, и они иссыхают. А ночью, пока спим, они напитываются. Ну и к старости, соответственно, человек на 6-7 сантиметров бывает ниже. Так, отодвигаем таз от ребер вот в разные стороны. Ходим и отодвигаем. Я думаю, что это из-за гравитации. Ну, гравитация, Вечером конечно, прижимается. конечно, тоже влияет, да, гравитация. И отодвигаем. Квадратные мышцы, косые, широчайшую, трапецию нижнюю, трапецию верхнюю. Все тело расшатываем. Вот. И запускаем такие блюдца, декомпрессируя позвоночник. Если обратите внимание, когда я рисую кружок возле позвоночника, у меня локоть идет вверх. Постоянно декомпрессирую. И маленькие циферблаты часов наручных. Чик, чик, чик. Это подбитие реберно-поперечных сочинений, которые... Вот если отодвинуться, вот они видны. Вот мы в них упираемся. Если мясо отодвинуться, так вот упираемся. Таким образом мы подготавливаем к дальнейшей декомпрессии. Опять растяжка. Давай с выдохом. Еще выдыхаем. Это клинышки в ребра поставили. Ребра примерно по пальцу. И расстояние между ними как палец. Ну, с палец расстояние. Вот мы туда как бы вставляем свои мизинцы. Это мы поставили лодочки у причала. 10 лодок поставили. Сейчас запускаем 10 яхт. Прогремел выстрел. Стартового пистолета. И первая яхта пошла. Вторая пошла. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. И 10-я. Растянули полностью все
всего человека. Вот теперь расшатали. Все расшатали. И пошла мощная декомпрессия. Выдох. О, отлично. Прохрустели, да? Да. Трапецию кулаком прям разминаем. Подняли плечо, передние мышцы дельты. Обязательно проработали. Малую грудную мышцу повытягивали. Нет, расслабляй, расслабляй. Плечо у тебя не больное, здоровое? Ну, вроде здоровое. Чик-чик. Вращение топорика, видите? Топорик такой. Томагавк. Потянули лопатку сюда и сюда. Таким образом мы вот тут растягиваем зубчатые мышцы, а с этой стороны растягиваем ромбовидную и леватор скапулус мускулус. Знаменитая мышца, поднимающая лопатку. Вот тут она крепится. Ну, кстати, ты видишь, что я делаю без массажа, и вполне нормально, да? Без масла. Ой, без масла, да, без масла. Да, да. Без массажа. Ой, зритель любит там придираться. Где-то я сказал, отмассажировал человека. Мне там сразу пишут, не отмассажировал, а отмассировал, надо говорить. Ну, им надо что-то писать. Ну да. Кстати, кому понравилось, они реже пишут. Они как бы, ну, посмотрели. А вот всякие негативщики там, они начинают. Хлеба не корми. Дай что-нибудь написать. Да? Да? Вот какая-то лопатка отодвигается хорошо. Так, ну и предупреждаю, такие точки Вот тут у меня болевает. болевые могут быть, да. Потерпи. Прям впиваемся в тело. Это триггерные точки. Они же в китайской медицине могут быть акупунктурными. И вот туда залазим под лопатку. Прям вот. Смотрите, как хорошо залазит. Рука под лопатку. Вот что значит хорошо размяли человека. По круглым мышцам уходим вниз. Опять сливаем лимфу. По ребрышкам. Раздвигаем межреберное расстояние. Между ребрами тоже есть мышцы, вот такие коротенькие по сантиметру. Устраняем межреберную невралгию. Почки бережем, а вот тут уже можно посильнее. Обратите внимание, как я бью, видите, с декомпрессией. Эх, хорошая красная кожа, барабан бы себе сделать. Расслабляем локоток. Вот. Мы выдыхаем и проводим прием. Еще раз. Вот. Все, отпускаем. Вот тут прям хрустнули хорошо, да? Да. Отлично. Нормально, Григорий? Отлично, Константин, говорил великий Жванецкий. Ой, я забыл, мы же без масла делаем. Ладно. Масло тоже пригодится. Меняем ручки. Это вниз, это вверх. Пока он меняет руки, я делаю для себя голубую воду. Сейчас просто очень жарко. Голубая вода, голубая. На самом деле это водородная вода. Вот видите, там пошли пузырики. Вон пузырики пошли. Обогащается водородом. Как реклама какая-то. А чего, я никакой фирму не назвал, просто водород. Я просто говорю, как там из 90-х там Реклама водорода. А, ну да. циркониевый браслет. Ну, что-то такое, да, похоже. Рекламу циркониевых браслетов видели, да? Напишите нам в комментариях, какую рекламу вы вспомните. А наверняка помните рекламу Блендамед, где красили яйцо. Вот, в смысле, покрывали яйцо зубной пастой. Вот ты сейчас, наверное, чувствуешь, эта половинка холодная, не покрытая пастой, а это уже горячая, мягкая стала, да?
Что называется, почувствуйте разницу. Трем, 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 трем. Ну, для тех, кто смотрел. И вибрация. Техника каблучки. Техника змейка. Видите, я дошел уже до верха, а таз продолжает качаться до сих пор. У нас у одной массажистки змейка, она по-другому делает. Тоже змейка? Тоже есть, да? Да, по-другому. Ну, название тут я сам придумал. Но определенный смысл у них есть. Вот, например, вот это тряска осины. Если вы подойдете, то есть пальцев не должно быть видно. Движение идет от пальцев. Подойдете к осине или там к березке какой-нибудь, вот примерно такой толщины с руку, да, и потрясете, то с нее летом листва спадет, зимой снег. Потренируйтесь на досуге. Выжимка. Подмышечную впадину, в паховую зону и в подключичную впадину. Вот туда прям в ключицу я иду. Теперь подбитие остистых. В цилиндрических координатах мы подкручиваем вокруг оси позвоночника за ребра. Видите, подкручиваем весь позвоночник. Это первое наше глубокое внедрение в тело. Как бы мы договариваемся с подсознанием, что будем работать теперь жестче, кулаками. О, мурашки пошли у меня. Да? Вот в этой части частей. Жернова. Техника. Поднимаем лопатку. Протрясли ее. Прокачали. И пошли месить все тело. Техника пекарь месит тесто во все стороны. Хаотично. Чтобы полностью закраснить спину. Техника метелка. Иньянская такая. И техника лапа леопарда растирает спину. Трапеции захватили обязательно. Кулаком прошлись с вибрацией, все растрясая. Открыли ключи шлюзов. Ну, те, кто нас смотрит не в первый раз, уже наверняка знают все эти названия. Да? Напишите, мне один написал целый список, все перечислил названия, которые я техники упоминал. Открытие шлюзов, пошла вода. Открыли шлюз, пошла вода. Открыли шлюз, спустили воду. Сливаем лимфу. Вот. И назад уходим, расшатывая весь позвоночник. Так, ППС, КПС. Не путайте, это не КПСС, это крестцово-подвздошный сустав и пояснично-подвздошный. Вот прям туда набиваем гвозди. Ну и теперь потерпи, сейчас тебе прям в ППС будем забивать кулачок. Если правильно делать, то не больно будет. Я же бью не костями по костям, да? А делаю валик из кожи, вот такой 3 сантиметра, и через него пробиваю. Так, техника рубанок. Оттираем тебя быстро. Подвигаем ягодицу, квадратные мышцы, широчайшие, трапецию. 1, 2, 3, 4. Верхнюю, нижнюю. Все тело раскатали. И пошли ставить лодочки у причала. Яхты. Все делаем с выдохами. Обязательно предлагаю людям: выдыхайте. Первая яхта пошла, прозвучал выстрел стартового пистолета. Вторая яхта. Третья. И четвертая. Отодвигаем плечо от черепа. Вот видите, как тянутся мышцы. Еще 3 яхты запустили с выдохом. Выдыхаем вместе. All together now. Now. Come on, my people. Let's go.
Let's my people go. Moses, Moses. Знаете, кстати, про что эта песня? Мозес – это Моисей. Моисей увел за собой народ из Израиля. Это про эту песню. Расшатали. И теперь с выдохом. Вот, сейчас мы похрустим. О. Фу. Хорошо еще? Да. Вот так вот. Отлично. Все мышцы проработаем. Подробно и жестко. Вращение топорика. Чик. Чик. Лопаточку. Ну, лопатка все хорошо ходит. Смотри, как хорошо. О чем ты говоришь? Мне потому что говорят, что лопатка хорошо ходит. Что это дает? Ну, у многих людей, знаешь, лопатка прижата и вообще не отодвигается, бывает. Это плохо. Я к тебе могу залезть и под лопаточную мышцу, например, промять. Во-вторых, у многих людей плечо прижато к столу. Прям вот так вот не поднимешь его. Прям с силой приходится отрывать, представляешь? Это значит, одни мышцы укорочены, забиты мышцы. А если мышцы забиты, что получается? Карманы у организма такие, куда он закидывает всякую грязь. Отложения солей там начинаются, кальциты всякие. Понимаешь? А при подвижности это все отсутствует. То есть это я тебя могу поздравить с здоровой спиной, здоровой лопаткой, здоровой мышечной структурой. Ну и ты же еще и ходишь по всяким специалистам, мануальщикам, да? Да, бывает. То есть тебя все время... Не напрягай, не напрягай. То есть тебя все время массируют, что тоже полезно. Кстати, для здоровых людей массаж тоже полезен. А вы не знали, это профилактика всех будущих заболеваний. Есть очень много болезней, которые можно вылечить через массаж, через касание руками, да? И есть много болезней, которые можно вылечить таблетками, уколами и всякими операциями, да? Но как раз вот от второго, от операции, от таблеток, можно уйти, если регулярно делать массаж. Где же все прокачивается, и лимфа, и кровь. Лечит она собственную кровь, получается, да? А вот гемотерапия. Я тебя поздравляю со здоровым румянцем на всю спину. Yes, кто молодец, я молодец. Так, и теперь простучим. А лимфа – это вообще гениальная очистительная система, выводящая все гадости из нас. Опускай руку. Ага. И расслабились. Еще. И еще. Все. Руки наверх. И мы переходим к массажу шеи. Самое приятное – это шея, да? Ты тем более жаловался, что тебя болит, по-моему, да? Была проблема. И растянули трапецию. Растерли. Помассировали поперек. И растянули ее. Обязательно выжимка. И в этот момент сами переходим спереди в позу кибодачи. Поза наездника. Ну или наездница, наверное, так прикольно звучит, да? Так. Отжимаем мышцы дельтовидные от атромиального отростка. Это вот мы рисуем крылышки Купидона. Натянули скатерть-самобранку на себя. И рука превратилась в кулак. Основание. Егиверецкого канделябра, ствол его. И пошел сам подсвечник. Вот видите, нарисовали по 8 подсвечников. С каждой стороны уперлись в таз и потолкали таз обратно. Декомпрессируя его. Еще раз нарисовали подсвечник. Прошлись сюда. Бронетранспортер спустился с горочки и забуксовал в низине. Декомпрессируя таз. Еще раз основание. Егиверецкого канделябра. Обошли уголки лопатки.
Рисуем 9-й недостающий подсвечник посередине. Зажигаем в ППС свечи. И вот все 9 свечей зажгли. Теперь декомпрессия по диагонали. Диагональная. И художник стирает картину. За ребрышки от невралгии, избавляя за крылышки и сбросили отрицательную энергетику. Еще раз прошлись по плечам и рукам. Очень такое, говорят, приятное движение. Есть вкус? И начинаем растирать ременные мышцы. Они глубоко лежат вот от 6-го позвонка примерно до черепа. Подкидываем трапецию, видите, вверх получается. Я подкидываю локотком. Растерли всю трапецию до плеча. Вот видишь, ты плечо не заказывал, мы тебе бонусом сделали. За бесплатно, считай, этот участок. Потянули ее поперек, потянули вдоль. И вот, видите, как расслабилась. Потянули, потянули. И одновременно рука встает в точку акупунктурную. Моя рука пальцами, да, превращается в лапу, куриную лапку. Разворачиваемся и отжимаем мышцы от костей. Техника эполеты. Видите, нарисовали эполеты. На себя натянули. И предупреждаем, что сейчас будет жестко. Рука превратилась в кулак. Как пел Цой, помните? Моя рука превратилась в кулак. Разрезаем вот все позвонки друг от друга, отделяя их прям костяшками вот этими. Так, терпимо? Фу, даем человеку отдохнуть. Немножко вибрации добавили. Мелко дропнул такой, типа тремора. И посерьезней. Рука превратилась в лапу леопарда шестеренки. Откидываем, видите, по одному пальчику. Раз, два, три, 4. Натянули на себя. Вытягивая череп. И кошечка выпустила коготки. И начала акупунктурно массировать точки места крепления к черепу. В китайской медицине это считаются очень хорошие точки, очень важные. Как раз здесь... Да, вот эта точка какая-то... Вот здесь болит, да? Не, вот она какая-то мурашистая там. Мурашистая? Как-то по-другому ощущается. Ой, тут что? Вот, а теперь точка Конфуция, куда входит коготь орла, хватает за череп и уносит его в Поднебесную. Точка улет называется. Раз, два, их тут 3 на самом деле, 3 точки. Ну, массаж головы всегда приятен. Да? Да. Массаж ушей. Тоже я уже много раз говорил, да, вот люди спрашивают, что ты мне уши массируешь, если я заказывал только голову, спину. Так тоже акупунктурные точки идут. Они, во-первых, по всей спине идут, вот так вот продолжается по шее, по черепу. Это все акупунктурные точки внутренних органов наших. И также на ухе точки позвоночника, вот я их прожимаю. Это вот мы тоже и лимфу убираем за висками, за ушами. Вот туда, в подключичную зону. По ушам убираем лимфу, по щекам убираем лимфу. Все вот туда уносим. Зачем делать лимфатический массаж, лимфодренажный отдельно, когда он уже включен? И теперь самое интересное. Многие говорят, череп неподвижен, но он подвижен. Сейчас мы его будем двигать.
Со скрипом слышите, как сдвигаются кости. И в обратную сторону. Теперь мы его вот свиной электроской как бы его раскрываем. И одновременно я же давлю большими пальцами по точкам по этим. Теперь сжимаем его здесь. Давим. Ну, надо, конечно, подольше, около минутки. Отпускаем, и кайф. Подтек по голове спускается вниз. Чувствуешь кайф? Теперь раздвигаем шею. Вот удлиняем ему шею. Делаем длинную такую. За костью. Лучше за костью. Потянуть в кость должна упираться. Уходим назад. Вот наша знаменитая сказка. Шпалы ставим. Шпалы. Рельсы. Ехал поезд запоздалый. В нем просыпался горох. Помнишь, да, такой? Вот, получилось два путя. Первый путь, стрелка переходит во второй путь. По первому пути пошли вагонетки. Две вагонетки идут. Одна вагонетка с инструментом, другая с рабочими пришла. Назад ушли пустые. Опять идут вагонетки тяжелые, груженные, с декомпрессией, с инструментами, с людьми. И теперь... Ух, как там все хрустит. А обратно легкая, туда тяжелая. Обратно легкая. Растерли все, растянули, продекомпрессировали. Прям до черепа. Диагональная растяжка. Спахали все это поле. Устранили эти все рельсы, шпалы. Ничего нету. Землю спахали. Вот борозды такие. Забросали землей шахты. Вот, ничего не осталось. Пошел крупный град. Дождь. Вот лужи такие. А там мелкий дождик такой. Пальчиковый. АСМРщики любят такие звуки. Да. И заколосилась густая трава. Зеленая трава. Дома. Так, вот сейчас я тебе вытру салфеточкой, и дальше мы уже понажимаем, да? Полностью делаем мануальную правку всего организма, от рук, ног до уха, глаза и гортани. С вами был Олег Гудвин и Тимур, помаши рукой. А то не думаешь, что тебе плохо. Все хорошо. Это я в порядке. Все Да, отлично. всё в порядке. Теперь ставь на череп сзади руки, на затылок. Так же. И большие пальцы теперь разводим. Вот так. Ага. Вот. Опять перевесай на меня. Не, плечи напряжены, расслабь. О. Вдох. И смотри вверх теперь.